Так, привет, сегодня давайте посмотрим коробку с моделью от звезды Typhoon VDV 4х4 К4386, российский бронеавтомобиль с БМДУ, такое длиннющее название. БМДУ, к сожалению, точная расшифровка не помню, но приходит на помощь английский вариант названия, где написано, что это Remote Control модуль, то есть, ну, грубо говоря, дистанционно управляемый оружейный модуль, скажем так. Значит, модель относительно новая, 2022 год, собственно, совсем недавно. Что по прототипу, наверное, сразу можно сказать. Сразу скажу, что на обороте модели есть информация по прототипу, собственно, так как в открытых источниках машина сама достаточно новая, не так, чтобы много прям еще инфы скопилось по ней в открытых источниках, поэтому даже историческая справка от звезды на задней стороне коробки сойдет, но помимо этого могу сказать, что, в общем, Typhoon — это целое семейство унифицированных бронированных автомобилей. Собственно, говорят, что разработки якобы положены всему чему-то такому начались еще якобы в Советском Союзе. Потом где-то в десятых годах им снова дан ход этим разработкам. Соответственно, где-то первые машины семейства не Typhoon VDV, а вообще различные варианты начали показывать где-то с 2011 года. На вооружение они стали поступать, по-моему, с 2014-2015 годов. Различные машины, опять же говорю. То есть, а вот конкретно эта машина на вооружение поступила вроде как в 2021 году. То есть, как я говорю, целое семейство, то есть это разные машины, разных целей, назначений, разных количеств колесных форм, разных размеров. То есть, в частности, даже у звезды есть модель Typhoon К. Бронеавтомобиль, то есть это тоже как бы из серии Typhoon, семейство, но выглядит, конечно, он совсем по-другому. А вот эта машина Typhoon VDV 4х4, это машина, предназначенная для авиадесантирования, прежде всего, даже в названии у нас VDV, и, соответственно, что еще можно сказать? Да, машина, что у нас пишет звезда, да, чтобы не повторяться. Бронеавтомобиль семейства Typhoon VDV К, ну, кстати, К я не знаю, почему здесь вроде К это у нас как раз вроде как большой Typhoon, который был с формулой 8х8, ну ладно. 4х4, 6х6, ну точнее нет, я понял, имеется в виду 6х6, 4х4, то есть они упоминают, собственно, тот большой старый такой автобусного вида Typhoon. Здесь, соответственно, пишут, что это по технологии MRAP, то есть английское словосочетание, которое обозначает, что Mine Resistant Ambush Protected, то есть с технологией защиты от мин, с технологией защиты от засад машины сделаны, соответственно, стоит на вооружении, десантироваться, то есть пишут очень, что машина, собственно, единственная из машин класса МРАП может быть, скажем так, авиадесантирована. На это упирают, собственно, в маркетинге. И помимо этого, наверное, что личный состав, ну, экипаж 2 человека и, ну, по-моему, возможно, 3 человека и, по-моему, еще 6 человек десант, но все-таки один из тех, кто сидит в десанте, я так понимаю, это экипаж, они, скорее всего, управляют, собственно, дистанционным модулем. Дистанционный модуль, опять же, вот этот, то есть он ему не нужен непосредственно, ну, скажем так, стрелок сидит не внутри этого самого радийной установки, он сидит где-то вот здесь, насколько я понимаю, вот показан у нас опять же салон, соответственно, через экраны, через управляющие какие-то консоли он может вести огонь. Ну, соответственно, вот что. Машина новая, да, она уже применялась в реальных боевых действиях. Ну, сколько, например, выпущено этих машин, неизвестно. То есть они как бы засветились, но даже толком непонятно, сколько их выпущено. Наверное, я подозреваю, что, наверное, не очень много. Но машинка очень интересная, и звезда вот так быстро подсуетилась и разработала под нее модель. Да, вернемся, собственно, к коробке. На боксарте у нас, собственно, сама машина, горы, собственно, скорее всего, какой-то Эльбрус, потому что, судя по всему, помню, когда был маркетинг этих машин, когда их только начали выпускать, они поступали на вооружение, говорили, что они вот у нас на Эльбрусе обкаточные испытания проходят. Помимо этого, что? Видно, что сам этот модуль, да, 30-мм пушка, дымовые гранатометы, спаренный 7,62 пулемет. Да, опять же, забегая на обратную сторону коробки, информация по модели, ну, как бы все по-звездовски, да, 331 деталь, на самом деле немало, в принципе, 16 сантиметров такая вот машинка, и показаны фотографии собранной модели, соответственно, с разных ракурсов. Вот видим, что есть даже
внутрянка, соответственно, у нас вот можно сделать десантное отделение, это сзади машины, соответственно, вот его можно раскрыть, и какой-то там интерьер у нас даже будет. Ну, что еще, собственно, ну, вот, наверное, артикул модели 3648 на боковиках по коробке, ну, другие, скажем так, современные образцы вооружения звезды, которым звезда выпускает модели. Давайте смотреть сразу дальше. Ну да, помимо того, что говорит, да, что у нас, говорит, значит, в чем минозащищенность, да, соответственно, это днище машины по заявлениям сделано подготовленным под тому, чтобы противостоять подрывам различных взрывных устройств, соответственно, как днище, так и внутренние компоненты, например, сиденья десанта и экипажа. Ну, бронирование комбинированное из керамической и металлической брони, соответственно, ну, вот. В этом, собственно, состоит технология MRAP. Давайте заглянем, собственно, что у нас в коробку. Коробка стандартная звезды с боковой загрузкой. Та самая коробка, которая достаточно бывает интересно снимать. Ну вот я справился. Значит, внутри вторая коробка. Тут опять же все стандартно по звезде. Тут верхняя у нас загрузка. Что внутри видим? Литники в пакетах, пластик, большие такие крупные литники, все пространство коробки занимают. Два пакета, литников больше внутри, ну, в принципе, два пакета тоже ничего. Пакетик у нас с колесами, винил-резина, вот такие, тоже стандартно все по звезде. Внизу бумажная информация, предупреждение, схема окраски, цветная, большая, красивая. Пакетик также с прозрачными деталями, литник, в нем же имитация стекла для зеркального стекла для зеркал заднего вида, листочек с декалями и, собственно, инструкция. С инструкции, собственно, и бумаги мы и начнем, как обычно. Помимо предварительно могу сказать, что модель звезды, она не единственная на рынке, 22 год, она новая, но уже как бы на рынке существуют довольно хорошо известные модели Тайфуна ВДВ от Менго и от RPG Models, если не ошибаюсь. Или там, нет, по-моему, RPG, да. Соответственно, по-моему, у Менго одна модель, а вот у RPG, по-моему, несколько. Целая линейка с различными вариациями вот этого самого модуля, каким-то, возможно, еще. Но, так сказать, преимущество звезды, правда, не то, чтобы я прямо аргументированно это заявлю, но так предполагаю, что у звезды, скорее всего, возможно, был достаточно близкий доступ к реальным прототипам этой машины. Они производятся в набережных Челнах, завод Ремдизель. Соответственно, возможно, у звезды в каких-то вещах, в частности, например, по днищу, по подвеске, да, то есть, что там, возможно, более лучшая какая-то копийность. В частности, я слышал, по крайней мере, по другим обзорам данной модели, что вроде бы есть такое, что действительно у звезды многие элементы выглядят более копийными, ну, потому что, например, китайские производители Mengo RPG, они вполне возможно делали свои модели по каким-то там обмерам и волк-араундом с выставок, то есть, например, звезде вполне мог сам производитель, соответственно, дать, собственно, детально осмотреть машину, в том числе и под нишу, чтобы сделать модель. Так что, в принципе, возможно, звездовская модель вполне себе хорошая, а может быть даже и лучше, по крайней мере, в вопросах копийности некоторых узлов. Да, значит, инструкция стандартная, звездовская, что у нас тут? Та же повторяется историческая справка, тот же бокс-арт, все стандартно, на нескольких языках, да, историческая, ну, точнее, как историческая справка на двух, предупреждение на большем количестве языков. Инструкция сделана в форме книжечки, я смотрю, у нас тут. По второй странице начинается раскладка литников, их, ну, достаточно много, в принципе. Помимо этого, то, что я не заметил сразу в пакетах, видно, что у нас сетка будет стандартная, полиэтиленовая, звездовская для имитации каких-то металлических решеток. Ну, остальное все тоже, что, в принципе, я и видел. И сразу буквально начинается сходу сборка. Сборка у нас начинается с боевого дистанционного модуля. Да, можно сказать, что модуль этот, он один из вариантов комплектации. На самом деле существует разное количество разных. В частности, есть, например, и миномет. В частности, можно и без модуля вооружения, а с другим вариантом кузова вообще, например, санитарная машина и т.д. и т.п. Но у звезды конкретно вот на Тайфун ВДВ только
один вариант, вот, наверное, самый интересный, это 30-миллиметровая пушка, соответственно, спаренный 7,62 пулемет в неуправляемом таком, неуправляемом, дистанционно управляемом боевом модуле. Вот, собственно, мы его тут и собираем. Что значит пушка? Соответственно, ствол орудия. Видно ствол орудия 30 мм, понятное дело, в одну деталь. Какие-то датчики, прицельные приспособления. Кожух ствола такой интересный. Спаренный пулемет вот у нас присутствует. Я так смотрю, механизм подъема ствола вроде как у нас должен... Да, вот видно, что мы его не приклеиваем. То, соответственно, угол возвышения пушки, соответственно, установки орудийной мы можем менять, я так понимаю. Соответственно, из чего сделаны у нас прицельные приспособления? Из прозрачного пластика, вот эти все линзы, я так понимаю, литник Е, вот здесь это видно. То есть это прозрачка, это хорошо, прикольно, то есть это будет сразу выглядеть более копийно. Не все так делают на самом деле. Что дальше? Значит, продолжаем этот модуль. Видим, что он, опять же, вполне по-звездовски собирается из нескольких склеится деталей. То есть все стенки это все отдельные детали. Крыша тоже отдельная деталь. Но это по-звездовски. Там, где обычно другие, в частности, китайские производители часто делают в одну деталь, звезда делает вот так. То ли невозможность по-другому делать, то ли философия такая. Тут уж не беру судить. Дымовые гранатометы. Вот слева подсборочки идут. Дымовые гранатометы, частично элементы, я так понимаю, это вот здесь у нас, то есть вот видите, у нас, собственно, сам вот этот модуль, это верхняя его часть, соответственно, с орудием, а вот это нижняя его часть, которая непосредственно будет видна, скажем, из десантного отсека. То есть, соответственно, тут, видимо, электроника, какие-то приводы находятся. Вот эта часть, например, подсборка, это, судя по всему, относится у нас именно к электронным системам дистанционного управления тем самым боевым модулем. Сразу хочу сказать, из того, что я видел уже из фоток собранной модели, из фоток десантного отсека, в частности, вот этой части всей, и фоток реальной машины, которые, в принципе, можно посмотреть в интернете, как они выглядят внутри. Конечно, внутрянка, несмотря на то, что внутрянка, интерьер в машине полный, то есть и десантного отсека он присутствует, и отсека переднего, собственно, с двумя местами экипажа. Но интерьер достаточно упрощенный, то есть на самом деле это все тут достаточно простенько, упрощенно сделано. В реальности, конечно, вот все эти механизмы, элементы управления, вот здесь вот, скорее всего, и в передней части машины, они, конечно, гораздо более сложные, детализированные. Соответственно, если уж прям хочется открывать этот десантный отсек, показывает, то, конечно, вдумчивым моделистам, наверное, захочется тут что-то, скажем так, деталировку наводить уже автомаркетом, потому что там есть где развернуться, то есть у машины, понятное дело, очень такой достаточно сложный детализированный интерьер. В реальности у звезды, конечно, это все не совсем так. Вот это, собственно, элементы управления, тут же огнетушитель, это все пойдет уже внутрь десантного отделения. И, соответственно, тут резко мы к 7-му шагу начинаем собирать, собственно, бронекорпус. Я так понимаю, внутренняя его часть, с внутренней его части начинаем, то есть это, видимо, какие-то бронепулики, вот это все, соответственно, видно, что форма даже уже по детали видна, действительно, скорее всего, разработана форма этого бронекорпуса, несущего, кстати говоря, такая вот, скажем так, к низу в такой вот форме, соответственно, это сделано именно для того, чтобы расходилась, собственно, взрывная волна при подрыве под днищем автомобиля, то есть это самая технология Mine Resistant. И вот мы видим бронепулики, какие-то элементы крепления, какого-то оборудования и так далее, под сидушки, под десантное отделение, под сидушки экипажа передние и так далее, что-то тут собирается. То есть начинаем мы сборку, по сути, с интерьера. На стенки появляются тоже мы какие-то элементы, тут сразу уже начинаем приклеивать внутренние детализации, какие-то агрегаты, приборы, внутрянка. И, соответственно, уже к 10-му шагу у нас появляются сидушки экипажа и десанта. Соответственно, что? Подсборки с этим самым, опять же, ремней никаких нет, я уж не помню, по-моему, должны быть там ремни пристяжные. Это, собственно, как и Тайфун К 3х3, который был, там ремней не было, это все люди делали автомаркетом, тут же тоже понятно, никакой имитации ремней ни в пластике, ни в чем-либо еще нет, то есть, такая детализация, в принципе, это видно даже еще по фоткам на самой коробке звезды, она такая достаточно условная, потому как детализация на фотографиях коробки, соответственно, то, что
что я вот здесь показывал, она делается по фотографиям именно модели, собранной без автомаркета, да, то есть это условия звезды, я так насколько слышал, соответственно, моделисты, кто собирает эту модель для съемки на коробке, они делают ее исключительно, ну, наверное, на 99,9 из деталей, которые предоставляет сама звезда, то, соответственно, вот десантный отсек, он вот, собственно, будет вот так вот примерно выглядеть, видно, что, ну, соответственно, то, что касается кресел и управления там каких-то систем, ну, довольно куца все. Но это ладно, слишком уж долго я там остановился, можно, собственно, и дальше продолжить. Интерьер все равно достаточно, ну, ему посвящено все равно достаточно много внимания. Вот, собственно, сидушки у нас вот передние, соответственно, водитель и кто там с ним должен там рядом сидеть, я уж не знаю. Насколько я понимаю, не стрелок, возможно, командир, потому что стрелок, я насколько понимаю, сидит у нас сзади в десантном отсеке, ну и вот и сидушки десантного отсека, рычаги, там КПП, раздаточные какие-то коробки, наверное, возможно. Не совсем, кстати, я помню, какими комплектуются коробками передач данной машины, было бы интересно, потому что, вот, соответственно, что у нас уже автоматическая коробка или все еще ручная. Вот Тигр я тоже, к сожалению, уже не помню, АКПП там или МКПП. Было бы странно, на самом деле, если МКПП, неужели до сих пор автомат не осилили. Но спекулировать не буду, потому что вот реально не изучил, не посмотрел, не помню. Ну да, вот подсборки сидушек, соответственно, и, например, приборная панель. Да, вот торпеда, видно, что декалями дается шкала приборов, ну и какие-то тут еще некоторые декали на дополнительные какие-то элементы приборов управления. Соответственно, остальное все просто накрашивается. Соответственно, ну и, собственно, внутренняя часть корпуса, она как бы одной большой подсборкой собирается. То есть такая вот, ну по сути, такая вот часть бронекорпуса получается, да, и соответственно, полностью у нас там и сидушка, и приборы, и торпеда, и рулевого колеса еще пока нет, но в принципе такой вот модуль у нас получился, и дальше мы уже, собственно, переходим к сборке корпуса. Сразу видно, да, что корпус, ну, как, собственно, было понятно у звезды, опять же, полностью из разных деталей. Стенки, крыша, все это отдельно, опять же, дано. Ну, по-звездовски, это я уже говорил. Тут, как бы, философия звезды, она остается неизменной. Соответственно, что дальше? Начинаем подсборки боковых стенок, боковых, собственно, бронекорпуса. Тоже тут какие-то элементы внутренних агрегатов какой-то. Все это интерьерные части. Появляются вот бронестекла. Кстати, да, вот из интересного можно видеть, что они двуслойные. Соответственно, вот тут очень, очень интересно, что звезда это показала, да, то есть, видимо, дополнительно показала, наверное, толщину бронирования, бронестекол, то есть буквально у нас даже не одно стекло ставится, да, а целых два, соответственно, видимо, в две детали с каждой стороны, и это я смотрю и дальше это тоже будет. Ну, появляется что, соответственно, вот у нас эти стенки, соответственно, стыкуются, собственно, с поликом, с десантным вот низом, ну, с десантным и, скажем так, отсеком управления, отделением, где сидит водитель и условный командир, стыкуется, кормовая деталь стыкуется, получается вот такая вот коробочка, собственно, весь корпус у нас собранный. И что еще? Тут у нас появляются детали по... Ну, вот это, я так понимаю, элементы крыльев. Да, это элементы вот крыльев, соответственно, они стыкуются спереди с машиной. То есть, как мы видим, это все отдельные детали. То есть, даже они не стали, собственно, крылья делать за одну деталь с вот этой вот частью нижней. Хотя, в принципе, наверное, что мешало уж их отлить вместе. Ну, наверное, что все-таки сложная конструкция не позволяет все вместе отлить. Соответственно, крылья тоже у нас отдельно. По двигателю, насколько я понимаю, двигатель у нас не детализирован в машине, то есть возможность открывать там как-то капот, несмотря на то, что машина капотная, у нас ничего не будет. Что там снизу по двигателю видно, я не уверен, это надо смотреть, наверное, на фотках готовой машины. Ну вот можно увидеть, да, у нас фотка, например, перед готовой модели, то есть мы видим, что в целом достаточно плотно низ передней части машины закрыт, поэтому там, наверное, отсутствие двигателя-то особо-то, наверное, и не увидишь. Но, по крайней мере, так это выглядит на фотографиях, которые дает звезда.
То есть какие-то дополнительные элементы. Вот это единственное непонятно, что за агрегат. Это, наверное, все, что нам осталось. Это, походу, это, по-моему, насколько я понимаю, лебедка. Это вот эта часть, соответственно, это, видимо, механизм лебедки. Да, у нас устанавливается, он будет какой-то минимально показан. И к 17-му шагу мы стыкуем корпус. Да, кстати, тут появляется вот эта подсборка нижней части боевого модуля. Да, она у нас появится, она будет установлена внутрь десантного отсека. То есть надо понимать, что к этому этапу, да, если мы действительно склеиваем вот это все, то есть вся вот эта часть, весь этот десантный отсек, собственно, отделение экипажа, нижняя часть боевого модуля вот этого дистанционного управления, то есть все это должно быть уже покрашено. То есть это интерьерная модель, соответственно, если мы хотим сразу это стыковать, это мы должны, скорее всего, вообще даже до стыковки вот этих стенок, то есть это все должно быть уже покрашено, красиво выкрашено, все декали должны быть нанесены, все там, весь автомаркет, если вы какой-то захотите, должен быть установлен, потому что, понятное дело, когда мы склеим корпус, десантный отсек, то уже ничем мы внутрь не залезем. В этом как бы есть сложность некоторой сборки как раз различной такой автомобильно-колесной техники, у которой большое остекление, которое влечет за собой обязательно интерьер, показ его, да, иначе через остекление будет видно, даже если машину не будем открывать. И это все в итоге приводит к тому, что нам нужно не просто, скажем так, склеивать модель даже до покраски, а нам уже, собственно, нужно обязательно чередовать сборку модели непосредственно с большими, достаточно серьезными покрасочными работами. То есть вот в этом сложность, соответственно, есть, в отличие от каких-нибудь условно там большинства гусеничной техники, да, которая полностью закрыта. Ну да ладно, это все лирика. Так вот, собственно, вот у нас тут получится уже бронекорпус практически полностью готовый, и к 18-му шагу у нас появляется лобовое остекление, да, тоже из приколов, вот опять же двойное. Я, кстати, вот помню наш что Тайфун К, который 3 на 3 у нас, по-моему, двойного остекления не было, насколько я помню. Тут вроде есть. Могу, конечно, ошибаться. Решетка радиатора появляется. Да, опять же, отсек двигателя, понятное дело, пустой. Бампер с крюком. Это, по-моему, передний, если не ошибаюсь. Соответственно, что по остеклению могу сказать? Это, конечно, очень, на самом деле, круто, что у нас двойное остекление. Но не круто то, что мы, например, очень четко видим, как и на фотках реальной машины, так и вот на фотках собранной модели звезды, на бокс-арте мы видим вот здесь, что у этих машин, собственно, у всего семейства практически очень сильно прозелененное такое остекление, очень характерное, это практически на всех фото очень хорошо заметно. На самом деле. Но звезда в этом плане копийности вот этого темы, вот этого цвета стекол, характерного зеленения, нам абсолютно ничем не помогает. То есть, как мы можем увидеть, соответственно, у нас в комплекте исключительно абсолютно просто белый прозрачный пластик, то есть совершенно стандартный для звезды. Соответственно, чтобы это копийное зеленение делать, а если его не делать, это сразу, я не знаю, это минус 5 баллов, наверное, модели, потому что она будет выглядеть странно. То есть, грубо говоря, на всех фотках все зеленое, вы соберете, у вас на всех фотках все идеально прозрачное. Но в этом абсолютно нам придется заботиться самим. Скорее всего, нигде, ни в инструкции, ни в каких-либо рекомендациях по окраске и т.д. и т.п. Я думаю, абсолютно ничего звезда нам не говорит соответственно, о цвете бронированных стекол. Я подозреваю, точнее, как я почти на 100% уверен, и здесь тоже, соответственно, нужно использовать автомаркет. Соответственно, пленки соответствующие продаются у нас в автомаркете как раз для этих дел. Либо, я слышал, люди накрашивают какими-то цветными прозрачными лаками. Но вот накраска лаками с какими-то цветными прозрачными, я слышал, это достаточно кропотливо и не всегда, скажем так, однозначно удачный процесс, поэтому, наверное, скорее всего, пленки. Пленки покупать, обязательно клеить, обязательно собирать вместе с пленками. Но, к сожалению, звезда нам не пленок, что, кстати, странно, потому что, я думаю, ничего не мешало звезде эти пленки в комплект сделать. Ни пластик у нас не зеленит, опять же, тоже непонятно, неужели это настолько сложная технология, немножко подкрасить прозрачный пластик. Возможно, сложная, может, я что-то не знаю. Соответственно, как и в Тайфуне К, тут тоже с зеленением стекол нам придется заниматься самим. Почему так долго про это говорю? Потому что, сразу видно, что это, добавляет геморроя прям ощутимо. Если мы
хотим хоть сколько-нибудь похожую на реальность модель собрать, даже не говоря о какой-то прям офигительной копийности, просто похожую на реальную. Вот такой вот вопрос у нас присутствует. Он звездой у нас определенно не решен. Решаем его мы сами. Дальше появляются агрегаты по... Ну да, внезапно где-то к 19-20 шагу, я так понимаю, у нас появляются моменты по... Ну вот эта кормовая часть, соответственно, она довольно интересна у машины, соответственно, то есть там не сразу кормовая часть как бы совпадает с задним, ну, как сказать, кормовая дверь вот, да, десанта не совпадает с задним габаритом автомобиля, а там еще такие у нас два блока присутствуют, вот я не знаю, где-то вот здесь вот можно видеть, да, у нас, в принципе, вот этот элемент, то есть вот дверь у нас, вот десант, собственно, здесь, а тут еще вот у нас такой метр целый, дверь у нас вот здесь десанта, а целый метр еще дополнительных какого-то, я смотрю, тут и zip хранится, тут и какие-то элементы, что-то вентиляции. Насколько я помню, машина вроде как герметизируется, у нее положительное давление, и, соответственно, она может вентилироваться исключительно фильтруемым воздухом. Соответственно, я подозреваю, что вот здесь, наверное, как раз эта установка по фильтрации воздуха, которая попадает в салон, наверное, здесь и установлена, поэтому у нас такой необычные габариты у машины. Ну, соответственно, вот эти все агрегаты, они вот у нас здесь и начинают присоединяться, скажем так, к задней части десантного отделения. Не совсем, кстати, понимаю вот все, то есть достаточно интересные агрегаты, что именно они делают, вот чисто мне по виду я сказать не могу. Я, конечно, понимаю, что тут, скорее всего, какие-то ящики, потом система фильтрации, может быть, какие-то баки для чего-либо еще тут у нас в корме находятся, но, в принципе, не зная достоверно конструкции автомобиля, сложно это все сказать. И тут же у нас сразу еще появляется и дополнительная бронированная панель, как раз, я так понимаю, днище, как раз сделанная в форме вот такой вот изогнутой, для поглощения, для разведения в сторону ударной волны от взрывных устройств под днищем автомобиля. Вот она у нас появляется. У нас, да, несущий корпус, у нас появляются вот эти всякие оси, подвеска, скажем так, дополнительные какие-то панели, глушитель, соответственно, выхлопа, переднее вот это вот все. То есть, действительно, в принципе, как в реальности машина несущий корпус, то есть, вроде как она не рамная, насколько я понимаю, то есть, у нас нет, и у звезды в модели у нас нет этой характерной рамы такой, да, которая обычно в большинстве, соответственно, автомобилей военного назначения, вот в Тигре, например, это есть, то есть рама, да, внизу, а на нее все остальное там, да. Тут действительно, по ходу, вот звезда даже воспроизвела, что несущим является бронекорпус, соответственно, вот у нас, соответственно, элементы передней и задней подвески, они, собственно, крепятся именно на бронекорпус по факту, то есть вот и все остальное, включая глушитель. Так, вот так вот у нас это все получается, интересно. Вместо рамы у нас вот такая вот штуковина. Ну, вот эти все ящики мы, может быть, система фильтрации или что там у нас собирается. Это вот у нас элемент, наверное, какой-то, возможно, той самой лебедки, я уж не знаю, связано с передней как-то, или это какая-то отдельная лебедка, если это вообще лебедка. Ну, что-то похожее очень на лебедку. Ну да, вот из двух половин она делается. Ну и, соответственно, крупные узлы у нас очень начинают стыковаться на 26-м шаге. Тут у нас как раз уже полностью бронекорпус собран. У нас, получается, собран нижняя часть вот этого бронекорпуса, скажем так, куда у нас, собственно, крепится силовая часть, видимо, куда вся элементы подвески. И, соответственно, это все сразу у нас прям стыкуется, прям в куче мест, у нас куча стыковочных позиций будет. У нас тут элемент рулевого управления, соответственно, ну, условный, ну, не подрамник, ну, что-то такое. Рулевая рейка, я уж не знаю, как правильно ли этот элемент назвать. И вот это все у нас собирается, и у нас по факту получается и подвеска, и бронекорпус, и все у нас практически очень-очень много у нас сразу готово. Соответственно, тут на самом деле немножко много, ну, достаточно много мы экономим по сборке подвески, которая обычно у рамных машин, она такая сильно детализированная, там много элементов, сложно всего это показано. Здесь же это, в принципе, по большей части все убрано как бы вот под эти бронепанели, скажем так. То есть это все у нас закрыто, это все у нас, вот, например, у Тигра того же, да, у которого звезда делает, у него вот этого элемента нет. Соответственно, Тигр, он, в принципе, по классификации к МРАПам у нас, получается, скорее всего, наверное, не относится. Ну да ладно, вот дополнительные какие-то ящики ZIP или что-то такое, насколько я помню. Ну, тут, опять же, все ящики из нескольких деталей и так далее. Потом опять переходим к передней части. Я так понимаю, это защита передней части днища, двигателя, ну, не знаю, там двигательные установки, наверное,
можно считать это защитой, там вроде двигатель и так сильно не виден. Какой-то дополнительный элемент ставится перед радиаторной решеткой, появляется у нас капот, ну по факту, наверное, можно считать это капотом, я не совсем уверен, что он открывается наверх, но по логике, наверное, должен, раз у нас капотный автомобиль. Но в модели он, конечно, открываться не будет. Появляется что? 29-й шаг. Видно, что капот, собственно, устанавливается, соответственно, ну, то, что я до этого называл крыльями, это были не крылья, эти рамки, господи, арки, колесные арки были, да, это у нас были вот здесь колесные арки, а, собственно, крылья непосредственно у нас вот здесь, они стыкуются с капотом, стыкуются с самим корпусом, и вот появляется и передняя деталь, ну, такая решетка, скажем так, фары и так далее. Под сборки фар, соответственно, прозрачный пластик. Крупная решетка, я так понимаю, буквально у нас всю эту, скажем, переднюю часть будет снизу, собственно, закрыта вот этой полиэтиленовой звездовской решеточкой. Соответственно, все это, по идее, у нас должно быть прикольно копийно видно. То есть это все это, ну, для защиты, собственно, радиатора, видимо. Ну и, собственно, вот эти решетка радиатора сзади тоже, наверное, будет видна при ближайшем рассмотрении. Это, в принципе, все можно будет увидеть. И вот у нас так получится, что у нас в целом перед практически собран. Опять мы переходим назад. Соответственно, вот эти самые огромные, ну, или как я даже не отсеки, да, которые у нас на корме находятся, соответственно, подозреваю, что вот здесь, наверное, находится установка фильтрации воздуха. Ну, судя по вот этим решеткам воздухозабора, я такой вывод делаю. А слева, ну, возможно, отсек для хранения ZIP, может быть, еще что-то там в этом коробе находится. Но вот мы видим, в частности, что инструменты у нас крепятся вот здесь, в внутренней части, собственно. Ну и такой между вот этими, собственно, двумя крупными блоками у нас выход десанта. Вот это видно. Тут все собирается, подсборки. Все это, да, из отдельных деталей, никаких крупных деталей, никаких крупных блоков. Все это у звезды, как обычно, отдельные элементы. И вот они у нас, собственно, в финале крепятся как вот отдельные подсборки к бронекорпусу. То есть, в принципе, видно, что вот эта часть бронекорпуса, она и на реальной машине это, скорее всего, один крупный элемент, а вот эти части, это такие модули, они присоединяются отдельно, собственно. Они, наверное, возможно, даже, наверное, скорее всего, и не бронированные. Ну и десант выгружается вот здесь, дверь, да, и вот, собственно, вот так вот покидает ее десант. Довольно интересно. Такой прям небольшой пароход такой у них получается, своего рода. Наверное, могут даже как защита какая-то служить. Ну и дальше. Да, только я сказал, что по подвеске у нас мало. У нас тут появляется титаническая подвеска. Поспешил я это сказать. Титаническая подвеска появляется только к 37-му шагу. Тут прям целые какие-то огромные элементы. То есть это прям сложная какая-то тема. То есть прям рычаги этой подвески, то есть амортизаторы прям огромные совершенно. Ну да, проходимость у машины вроде как большая, заявлено там преодолевание всяких свесов, косогоров, подъемов и т.д. и т.п. Ну, в принципе, деталей так, если подумать, не так уж сильно много, но они есть. Они прикольные. Вот этих элементах как раз, скорее всего, в копийности их звезда, скорее всего, даже, наверное, должна превосходить китайские аналоги, так как у звезды, скорее всего, так сказать, доступ к телу был более близкий. Бампер под сборка у нас устанавливается, опять же, здесь. Вот, да, титанические элементы подвески все ставятся, да. Вот это все дело амортизации. Довольно много всего. Решетки, защищающие у нас элементы. Ну, по-моему, тут у нас фары у нас выше, да, они уже за решетками, а это элементы, ну, не знаю, что тут, либо противотуманки, либо габаритные какие-то огни, указатели поворота, возможно, и так далее. Ну, элементы какой-то обрешетки, ну уж я не знаю, что это такое, либо для подкладывания под колеса для труднопроходимых участков, либо какие-то элементы крепления какой-то снаряги по бокам, не знаю точно. И, соответственно, у нас где-то мы приближаемся к концу, аж к 40-му, 41-му, 43-му шагу. 43-й шаг внезапно. Плотно упакованные шаги достаточно, да, но у нас, потому что каждая, ну как нет, подсборки у звезды не считаются шагами, то есть это у нас такие 40, мать его, 7 полноценных шагов сборки. Мы добираемся к 40-м шагам наконец до колес. Видим, что да, у нас они состоят из двух элементов сборные, ну помимо, собственно, покрышки. Соответственно, устанавливаем, что у нас, шнуркель, воздухозабор до двигателя, вот здесь отдельно тоже, ну, труба из двух половин у звезды, как обычно, как бы ничего, никаких чудес.
Дополнительные какие-то крюки тут у нас, приспособления, ну, наверное, для сцепки, для какой-то, что-то такое, какие-то подножки тут. Мелочевка всякая устанавливается в основном, тут вот туда-сюда, вот много всего, то есть уже, скажем так, завершающие штрихи. И самые завершающие штрихи, это, собственно, у нас двери. Двери у нас появляются, тоже двойное, я смотрю, остекление у нас везде, очень прикольно. На всех дверях, соответственно, у нас будут две двери, ну, передние экипажа. Соответственно, однозначно у нас звезда, кстати, про варианты сборки никакие не говорит. Кстати, что странно, несмотря на то, что даже на фото готовой модели у нас показан открытая дверь заднего десантного отсека. Ну, боковые двери, правда, закрыты, но звезда не однозначно в инструкции про возможность собирать открытые закрытыми дверями ничего не сказала. То есть по звезде у нас все собирается закрытым. Ну, я думаю, кому интересно, наверное, смогут, в принципе, так сказать, изловчиться и, соответственно, показать этот, ну, из коробки не очень, конечно, копийный интерьер, но, в принципе, наверное, простор все-таки есть. Раз интерьер есть, наверное, в принципе, и двери можно попытаться открыть, даже несмотря на то, что звезда нам про это ничего не намекает. Ну да, тут дверные карты, все вот это внутрянка дверей, соответственно, это все тоже надо выкрашивать перед установкой. Интересная система дворников, стеклоочистителей, аж по два на каждую сторону. Ну, скорее всего, в пластике я не думаю, что они копийной толщины, конечно. В реальности, я думаю, они достаточно тонкие, ажурные элементы. Тут в пластике обычно вот дворники как раз идут очень толстые, получаются, просто и, так сказать, элементов технологических. Да, у нас появляется этот дистанционно управляемый боевой модуль, который мы в самом начале собирали. Мы его устанавливаем, соответственно, вот видно, что будет оставлена возможность для поворота, если нужно. Что еще? Двери, да, и задние, и боковые, всего трехдверная получается схема, и элементы, соответственно, зеркал заднего вида боковые, я смотрю, их достаточно много. То есть у нас по целых 4 зеркала, соответственно, по 2 на дверях и еще 2 дополнительных у нас, да, по бокам. Вроде, кстати, в машине и камеры должны устанавливаться для кругового обзора, насколько я знаю. Ну, хотя не то, что уверен, финальную машину они ставили или нет, но вроде как должны были быть. Ну и вот видно, что звезда зато нам пишет, что у нее есть специальная зеркальная пленка для этих самых зеркал. Ну и, соответственно, какая-то вот элемент антенны или что-то такого коммуникационного оборудования. И, собственно, на этом на 47-м шаге у нас заканчивается инструкция. И у нас остается еще схема окраски. Схема окраски большая, красивая, на два варианта. Первый вариант у нас это Парад Победы Нижний Новгород, 21 год. 21 год. Набережные Челны, как раз Нижегородской области, если не ошибаюсь. Нет, подождите, нет, Татарстан, по-моему, нет. Я все время забываю, Набережные Челны это у нас Нижегородская область или Татарстан. По-моему, Нижегородская область, если ничего не путаю. Ну ладно, поправят в комментариях, как говорится. На Парад Победы окраска, только один зеленый защитный цвет, декали на Парад Победы. Все проекции даны, несмотря на то, что по факту у нас, как бы сказать, цвет по факту один. Цвета даны, как обычно, я это, помню, не говорил, на звезду и Томию. Цвета перечислены. По коробке я, кстати, не упоминал, но вот здесь, кстати, насколько я понимаю, количество цветов, которые звезда дает на коробке и в схеме окраски, вроде бы одинаковое. А то звезда часто экономит на коробке, именно все цвета писать. И второй вариант окраски, тоже на все проекции, но без привязки. Я так понимаю, некий абстрактный боевой вариант на трехцветный камуфляж. Опять же, без привязки, ну, чисто как по фотографиям, скажем так, реальной эксплуатации данных машин, я видел, что в целом чаще всего они встречаются в варианте защитных машин, ну, понятное дело, без парадных декалей, поэтому, наверное, трехцветный камуфляж, ну, не уверен, что он в целом, наверное, понадобится, если реальную машину собирать. То есть, в целом, вот можно считать вариант на коробке в целом третьим вариантом окраски, то есть боевой Тайфун ВДВ без парадных декалей, ну типа вот в таком вот обычном стандартном защитном цвете. Соответственно, вот. Можно наконец перейти к пластику. Так. Два больших пакета у нас.
которые прям все пространство коробки занимают. Стандартные пакеты звезды. Ну, очень плотно, как обычно, у звезды все упихано. Крупные элементы, я в основном понимаю, это у нас модуль дистанционно управляемый вооружения и еще, возможно, какие-то элементы по корпусу. Ну, кстати, сразу бросается из забавного шансовый инструмент. Давно забытая тема, скажем, шансовый инструмент, полностью отлитый прямо на корпусе. Я, честно говоря, немножко не ожидал такого от звезды в 2022 году. Но почему-то звезда приняла решение делать вот так. То есть, да, то есть, ну, удачи выкрашивать, да, то есть это на самом деле можно, ну, выкраска шанса на корпусе, это может, конечно, превратиться, ну, в такую довольно ювелирную, скажем так, филигранную работу. Да, удивила звезда, конечно. Ну да ладно, сэкономили на деталях. Ну, видно, что все отдельные детали, все это мы стыкуем вручную, да, вот кожух орудия, вот 30-миллиметровый, такой интересный, необычный, нетипичный для наших машин отечественных, да, такая вот штуковина. Используется решетчатый. Соответственно, ну что, все толкатели, понятное дело, на внутренних сторонах. Так, отвалилась какая-то крупная деталь уже, вот я вижу. Не совсем, кстати, понятно откуда. Ну, что тут такое вот у нас откуда-то отвалилось. Ну ладно, да, ну, видимо, следствие плотной упаковки. Хотя странно, я вот не вижу на литнике, где именно потерянная деталь. Она такая довольно маленькая и... Ну, может быть, я не знаю, может быть не потерянная, может какой-то брак отвалился, попал сюда, не знаю. Такая вот крупная штуковина, и, соответственно, весь рельеф остальной на лицевой стороне, там всяческие какие-то ажурные выштамповочки, прикольно, красиво, забавно, если бы, конечно, не шанец прямо на пластике. Это, конечно, очень странное решение. Так, второй литник в этом же пакете у нас. Тут мелочевка. Мелочевка всяческая, разная, разнообразная. Тут я смотрю и по сидушкам у нас элементы. Тут я смотрю и передний, собственно, элемент с фарами, решетка радиатора, где будет устанавливаться. И что-то по подвеске, я так понимаю. И подножки здесь вот тоже всякие ажурные решеточки всякие на фары. Опять же, тоже все это здесь. Да, написан 22 год у нас, все верно. Ну, всякие элементы вот буксировки, проушины, крючки, решеточки, элементы подвески, рулевого управления. Ну, сидушки, да, вот у нас из нескольких деталей, вот спинки я смотрю отдельно. Элементы электроники, внутренних приборов. То есть, ну, все прям без какой-то, прям, скажем, группировки, да, по темам, то есть все, вот и приборная панель у нас здесь, то есть все, тут и корпусные элементы, и в принципе и детали внутрянки, все здесь, то есть в основном потому что они мелкие, они тут все собраны. И второй литник, второй пакет, точнее, с литниками, там вроде бы тоже у нас два литника присутствует, тоже огроменных. Тоже, опять же, скорее всего, сгруппированных. Хотя, нет, по-моему, там больше литников, кстати говоря. Да. Сейчас посмотрим. Так. Пока вроде бы ничего не отвалилось. Так, два больших литника, два маленьких литника. Вот так они плотно сгруппированы внутри. Смотрим с самого крупного. Крупными деталями. Самые крупные детали в основном по корпусу. Ну, соответственно, вот этот вот полик, скажем так, нижняя часть бронекорпуса, которая десантный отсек, и отсек экипажа, скажем так, вот эта вся часть в одну деталь. Видно какие-то внутри вот элементы, соответственно, толкатели все внутри, ну и тут элементы для стыковки. Посадочные места, куда что стыковать. Крыша, соответственно, с кольцом под элемент вооружения, под модуль вооружения. Кормовая часть тоже, вот как у нас тут обошлось. Ну, кормовая дверь, то есть с внутренней стороны, она у нас толкатели здесь есть, но, насколько я понимаю, по-моему, там будут еще дополнительные панели внутри корпуса, которые в целом должны все это скрыть.
Двери, опять же, ну, дверные карты тоже отдельно, то есть это будут вторые элементы, они закроют, собственно, эти толкатели, это все нормально с внутренней части. По крыше, вот единственное, ну, по крыше, по-моему, там ничего сверху у нас закрывать не будет, но толкатели не особо заметны, в принципе, наверное, можно не особо париться. Через прозелененное это стекло, там, скорее всего, это все равно после окраски видно не будет. Ну да и ладно. Соответственно, двери экипажа, двери десанта, элементы, опять же, внутрянки, вот этих всех бронированных поликов и так далее, и так далее, и так далее. То есть в основном это все к бронекорпусу относится, именно к десантному экипажу и отделению экипажа. Крупные элементы, ну, штамповка, всякие петельки, там мелкие крупные элементы прямо на пластике. Ну, стандартное такое литье звезды 2022 года, достаточно ажурное, но при этом без каких-либо технических чудес. То есть, упаси бог, никакого многоразъемного литья, все в отдельные, все, что можно сделать в отдельные детали, все сделано в отдельные детали, но, по крайней мере, отлито, по крайней мере, на состояние пресс-форм 22 года вроде бы неплохо. Стандартно по-звездовски. И второй литник, соответственно, что у нас тут? Тут в основном, я так понимаю, по нижней части, но и частично по боевому модулю тоже. Вот этот самый огромный, такой, скажем, несущий бронекорпус у нас, нижний такой бронированный полик, который под полик непосредственно десанта устанавливается. То есть тут все будет непосредственно к этому крепиться элементы подвески. У нас видно вот эта та самая форма, которая от защиты, от минирования вот этого сделана. Тут присутствует. Тут же присутствует элемент нижней части боевого модуля, вот эта вот штука. Стакан такой вот, так сказать, который будет склеен из двух половин. Детали капота, насколько я помню. Ну, одна из деталей, по-моему, там еще что-то будет. Детали решетки, по-моему, в острых заборах фильтрующей системы, ничего не помню точно. Крылья такие вот достаточно небольшие элементы от крыльев тут же находятся. Ну, элементы внутренних стенок, по-моему, если не ошибаюсь, десантного отсека. Вот вроде бы вот эти. Ну, как бы вот. Решетки дополнительные, вот это все на переднюю часть, подножки опять же, крепление лебедки там, глушитель, по-моему, вот это, да, или что это у нас, не помню точно. Глушитель я не заметил где. Ну, соответственно, все стандартно по-звездовски отлито. Толкатели изнутри, соответственно, везде, это понятно. Ну, как бы вот большое количество деталей, которые представляют из себя различные панели, крышки, блоки, броня, панели и т.д. и т.п. То есть все, что мы будем очень весело и задорно стыковать вручную, ну как бы, ну зато, можно сказать, ничего не поведет, знаете, да, никто вам не положит зато как какой-нибудь там условно, ну, теоретически там, я не говорю, что Менг там что-то плохое делает, ну, теоретически поведенный корпус, да, у Менга, знаете, в одну деталь. То есть, знаете, звезду можно извинить этим, да, знаете, ну, вот, зато корпус коробки не поведет, а вы видели, какие коробки звезды? Там бы его повело точно. Да, но это все в порядке шутки, конечно. И два одинаковых литничка у нас остается, я смотрю, они не дублируют друг друга, а с дублирующейся мелочевкой. Я так понимаю, в основном здесь, ну, совсем что-то такое мелкое, соответственно, сидушки, повторяемые детали, диски колес, вот эти вот элементы, собственно, подвески, вот это, соответственно, ну, не подвески, а ходовой части, соответственно, забываю вот это все, полуоси у нас, по-моему, это называется, да, редуктора и так далее, ну, какие-то еще тут рычаги подвески, то есть все, что можно продублировать по ходовой, по десантному отсеку, все они сюда поместили, логично в целом. Ну, как бы, качество литья, ну, такое же, как и у предыдущих литников, никаких видимых огрехов, ну и пресс-формы практически новые, как бы, все достаточно в целом по-звездовски. Видны вот такие вот элементы на рамках, как будто бы сделанные для того, чтобы стыковать их между собой, что ли, таким образом, чтобы они не передавливали друг друга, но не уверен, честно говоря, может быть просто технологический какой-то элемент. Ну и абсолютно такой же второй литник, соответственно, говорить-то особо и нечего. И в конце в самом остается у нас, собственно, пакетик со всем остальным, куда входит у нас
Литник с прозрачными деталями. Опять же, повторяю, что не прозелененный абсолютно пластик, что и понятно. Ну, прозрачный, да, хорошего качества, прикольный. Абсолютно прозрачный, идеальный пластик. Он есть, его много. Двойное остекление, я сказал, реализовано звездой в машине. Ну, единственное, что с прозеленением этих самых стекол придется разбираться самим. Полиэтиленовая сеточка. Стандартная звездовская для имитации решеточек радиаторных и т.д. Имитация стекол, соответственно, зеркальных. Тоже стандартная звездовская тема, где-то начиная с Тигра, наверное. Хорошо, что она есть. И декаль. Достаточно немаленькая декаль такого рода машины. Видно, что у нас номерные знаки, причем и варианты. Забавно, что и на военные черные номерные знаки, как и на гражданские. Ну, гражданские я не знаю, честно говоря, откуда. То ли с каких-то, может быть, выставочных показов, откуда. Декали на Парад Победы, соответственно. И на много вариантов цифр декали у нас присутствуют, номеров. Декали внутренней части, панели приборов тут какие-то. И декали вот есть на... И также у нас, собственно, виниловые резиновые колеса в отдельном пакетике, все по-звездовски, даже не на литнике, все отдельно уже. Что по ним можно сказать по этим колесам? Есть выштамповка на колесе, кама, шины видно, что-то еще там видно и так далее. То, что должно быть. По виду такие... Шов на резине, соответственно, здесь у нас присутствует. Соответственно, слышал мнение, что на реальных покрышках тоже существует этот шов. Ну, насколько я понимаю, существует он только на новейших покрышках, только что с завода. Так что для, скажем так, воевавших машин, наверное, этот шовчик придется как-то удалять. Ну, соответственно, тоже, опять же, никакого... Скажем так, под нагрузкой, опять же, все винил, то есть все стандартно по-звездовски, но с выштамповками производителя. Вот, собственно, что у нас по покрышкам. ВДВ, авиадесантируемый российский АМРАП. Какие впечатления? Ну, стандартно по-звездовски. Детализация всего наружного вроде как выглядит очень крутой, но очень расчлененный, дико по-звездовски сильно расчлененный, конечно, то есть повозиться придется. Детализация салона есть, но она видно, что, ну, во многих местах упрощенная. Но, в принципе, тоже достаточно по-звездовски, иначе бы количество деталей зашкаливало. Так что вот такой вот у нас Тайфун ВДВ.